Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Фоксильян, и сегодня я хотел бы с вами поговорить на такую тему, как возвращение мискритов. Вообще, в принципе, кто я сам такой? Я человек, который начал свою деятельность на ютубе с мискритов. Несколько лет назад я пришел на ютуб и стал выкладывать ролики по этой игре, после чего стал чуть ли не единственным ютубером, который снимал мискритов в русскоязычном сообществе. На западе были такие ютуберы, как Джиасарен и Мискримания Мак, а в русскоязычном ютубе был я. Вообще, с чего стоит начать эту историю о мискритах? С того, что 2 года назад компания 101XP закрыла мискритов в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Mail.ru. Это русскоязычные соцсети, я думаю, если вдруг кто-то и смотрит из англоговорящих зрителей это видео, то для них это особо не будет иметь значения. 101XP это компания, которая, я так понимаю, она локализировала игру и более-менее как-то поддерживала ее для сообщества. Ну, они вводили всякие небольшие обновления в виде ивентов, но крупных обновлений не было. После закрытия в русских социальных сетях люди, конечно же, были недовольны. Они не знали, что делать, потому что их любимую игру закрыли, куда им деваться, как в нее можно поиграть. Но тут мы все вспомнили про Facebook, где эта игра, мискриты, очень даже хорошо развивалась, потому что в Фейсбуке мискритами занималась компания Broken Blab. Broken Blab — это компания, которая, собственно, и разработала мискритов и вывела ее в свет. Конечно, Broken Blab занималась не только мискритами, а другими играми, такими, например, как Ninja Saga и что-то там еще. Других игр я, к сожалению, уже не вспомню, но я знаю, что на их счету были многие другие хорошие игры. Так вот, Broken Blab, компания, которая занималась мискритами, развивала ее и прочее, где-то год назад тоже ее закрыла, но на этот раз в Фейсбуке. И доступа к мискритам у нас вообще не стало ни у кого. А в мискриты играло больше 3 миллионов людей. Это так на минуточку, если кто не знал. Спустя какое-то время мне нужно было срочно уехать, потому что я серьезно болел. И вот буквально недавно, в конце мая, я вернулся. И тут мне говорят о том, что мискриты возвращаются. Я был в шоке от такого заявления, конечно же, я был рад. Но, немного покопав, я узнал, что никакого возвращения мискритов не будет. Ребята, мискриты не возвращаются. Ну как так, вы скажете? Они же возвращаются. Но нет, ребята, нет. Мискриты не возвращаются. У меня есть для вас кое-что получше вместо мискритов. Ацелиты. Что такое ацелиты, скажете вы? Ацелиты — это игра, которую разрабатывает команда из фанатов, игравших в мискритов. То есть группа людей, игравших в мискритов, после их закрытия не опустила руки. Они закатали рукава и сказали: мы сделаем для себя новых мискритов. И назвали их Ацелиты. У них сейчас идет полным ходом разработка этой игры. Но, ребята, я не знаю, откуда у вас сведения о том, что эта игра уже вот-вот должна выйти. Ребята, игру пока никто не анонсировал. Разработчики еще ни слова не говорили о том, когда она выйдет, и даже приблизительных сроков окончания работы над этой игрой они не озвучивали. Ребята, еще пока неизвестно точно, когда она выйдет, поэтому любые слухи о том, что игра выйдет через неделю, через месяц или через год, это все ложные слухи. Я не могу сказать, что они точно ложные, но они ничем не подтверждены. Пока сами разработчики нам не скажут, что игра выходит, она не выйдет. Поэтому никому не верьте, ребята, только разработчикам игры. Сама официальная группа игры находится в Фейсбуке, и ссылку на нее я оставлю в описании под этим видео. Я думаю, на многие материалы из этого видео я оставлю ссылку внизу. Какие отличия этой игры Ацелитов от мискритов? Ну, во-первых, стоит начать с того, что эта игра вообще в принципе не имеет никакого отношения к мискритам. В этой игре абсолютно другие саундтреки, абсолютно другой сюжет. Там не будет никаких тех самых существ из мискритов, там будут абсолютно другие монстрики. То есть, да, это будет игра про карманных монстров, но это не будут мискриты, это будут ацелиты. Кроме того, наиболее важным отличием является то, что игру разрабатывает не Broken Blab, как я уже говорил, а другая компания, которая состоит из фанатов игры в мискриты.
Это, можно сказать, инди-компания, которая занимается разработкой игры. Кроме того, есть еще одно важное отличие, это то, что эта компания хочет ввести систему кланов. Я думаю, вы все прекрасно помните, как мы сами, игроки в Мискритов, создавали некие кланы и преследовали какую-то определенную цель в игре. То есть кто-то там брал кланом топ рейтинга, кто-то еще что-то делал. В общем, у всех была своя цель, но все создавали кланы, чтобы не играть поодиночке, а как-то общаться между собой. Эти разработчики хотят ввести клан прямо в игру. Мы будем общаться прямо в игре. Это просто здорово, я считаю. Это просто, если они и правда введут, это просто будет прекрасно, волшебно. Ну и, в общем-то, самая главная причина, почему эта игра не может являться мискритами, это то, что мискриты это уже зарегистрированная торговая марка, если можно так сказать, компании Broken Blob. Они не могут просто взять и восстановить мискритов. Поэтому они делают другую игру, которая будет чем-то на них похожая. И я думаю, что основное будет сходство с мискритами, это то, что мы будем прокачивать монстриков, потом сражаться. И я думаю, что система сражения, то есть боевка, вот это все, это будет примерно одинаковое, то есть схоже с мискритами. Я не думаю, что это будет схоже 100%, я так не думаю. Я думаю, что это будет схоже, ну, процентов на 70-80. Я думаю, что компания просто захочет ввести что-то свое. Ну и, ребята, самое главное, запомните, что эта игра не мискриты. Я повторяю в который раз, ребята, за этот ролик. Ребята, запомните, это не мискриты. Мискритов больше нет. Ребята, я, конечно, понимаю, что сложно забыть о мискритах, но вы, пожалуйста, постарайтесь забыть о них. Отпустить и забыть просто. Let it go. Мискритов нам уже, ребята, не вернуть, но мы всегда можем двигаться вперед и ждать чего-то нового от жизни. На данный момент новое для нас это ацелиты. И мы будем их ждать всем сердцем и душой. Помогайте, ребята, как можете компании, которая разрабатывает ацелитов, поддержкой финансовой, моральной, верьте в них, и у них все получится. И они нам подарят ту игру, которую мы ждем. Ребята, с вами был Фоксильян, подписывайтесь на мой канал, и я думаю, если будут какие-то новости, я вам обязательно сообщу. Всем удачи и всем пока-пока.